Всем привет! С вами компания Август Климат. И мы сегодня снимаем очень красивый кондиционер от марки TCL. Ух ты. Я так понимаю, это их флагман, модель Fresh In. А кто это здесь у нас? Ты знаешь? Анна Щербакова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. На всякий случай подписали, знаешь? А то Олимпийские... вдруг кто не узнает Анну Щербакову. Слушай, скоро придется подписывать, что такое Олимпийские игры. Представитель бренда TCL в России. Ты знал, что такая есть Анна Щербакова? Нет. Что-то какой-то слабенький у них. Кто у них? Неймар был, по-моему, лучше. Наверное, любители фигурного катания знают, кто это. А россияне, они любители фигурного катания. Да. А в конце 2024 года, а именно тогда мы снимаем обзор на этот кондиционер, стоит 60 тысяч рублей за самый-самый флагман. Как А тебе это самый флагман? А это самый флагман. Как тебе 60 тысяч? Слушай, ну мне кажется, что за самый флагман это недорого. А в начале 2024 года, как ты думаешь, сколько он стоил? 50. 60 и стоил, Андрей. Ничего себе. Вообще То есть они не- цены удержали, да? Вообще не изменилась цена. И вот теперь будем смотреть, вот что они в эти деньги нам представляют. Ты видишь, что это он такой серебристый? Это лицевая панель, а тут уже нет. Да, вот это сделано, как будто здесь какая-то ткань, что ли, под ним. Там, Или обои. Обои, да. И сбоку тоже обои. Как сбоку обои? Да. Но это обои, это фактура. Это Фактура, не да. та, другая Да, да, фактура. да. Не, это же самое. Да, другая. А Более вот это что однородная. такое? Ты знаешь, я так понимаю, к нему... Ой, извиняюсь. Сломал? Снялась. Не, она на магнитике была. Ух ты, удобно, да? То есть здесь, по идее, ароматаблетки должны сюда вставляться. Ух ты. И сейчас я в описании не увидел, что они представляют это аромат. Вот смотри, с левой С стороны. обеих сторон. Ну, только здесь. А здесь просто для красоты сделано. Странно. Ты думаешь, это вот требуется для Для симметрии? симметрии, наверное, да, ну-ка. Ну да, то есть не сломайте, это вот как бы заглушка. Так, рассмотрим, что тут. Installation and disassembly only by the professional. А про электричество что-нибудь написано, что надо отключить? Electric shock, так и написано. Все. Так, сюда не лазим, короче. Открути все-таки вот эту. Легко откручивается, да? Есть. Фильтр. Фильтр просто. Снимается, фильтр можно почистить. Оп, Это по модной теме нынче. вот он, Вот видите, какой ширины? да. Потому что дальше правее идет уже блок притока свежего воздуха. Фильтр небольшой. И не... Вот там они магнитик использовали на диффузоре, а здесь не стали. А с ним было бы гораздо приятней. Здесь уже все. Больше никаких фильтров. И фильтров тонкой очистки я тоже не нашел. Да их нет, видимо. Комплектация фильтра. Давай, вот это тебе фильтр. Не, ну это фильтр, понятно, на свежий воздух. Так, первое включение. А сделаю я это вот этим прекрасным пультом. Ну, какой классный пульт. Поговорим еще о нем. Так. О, как загорелось. Ничего себе, красота. И сразу задул. Слушай, и запах такой приятный вообще. Запах новья. Ну, классный вообще. Не какого-то говена. О, тудудудун, тудун. Она вылезла? Вылезла еще и с подсветкой там какой-то. Боженьки мои. Ты же знаешь, что это такое. И слушай, уже дует оттуда. Это отражатель, да? Свежий воздух Да, в него, да. да, бьется, и чтобы дальше Чтобы он в шел. потолок не бился. Чтобы в потолок он не шел, он вот так здесь через него рассеивается. Тем самым, если воздух слишком холодный, он не вредит вашу еще отделку вашего потолка. И вообще распределение воздуха более грамотное. Интересно, а можно выключить вот эту подсветку? Можно сделать это интуитивно. Давай попробуем. Вот дисплей, что это такое? Дисплей. О, отключил. Она отключается вместе с Да, самим всё дисплеем. правильно. И обратно И также обратно. включается. Так, давай тогда что, посмотрим, как жалюзи работают. Давай. Да, Да, качаются. качаются, да. Одновременно с ними вот включаю клавишу вертикального жалюзи. Пошли, да. Вот вместе с теми одновременно, видишь, идет Такой это. пошел 3D распределение, как бы, да? Да. И к нему давай попробуем еще нажать клавишу. Смотри, есть Gentle Wind. Это как- Gentle. Ну, давай, gentle. Я нажал. Оно перекрывается вот так вот, понял? Полностью перекрывает те перфорированные Да. железишки. Типа, чтобы не дуло. И скорость потока будет очень низкая. А это будет считаться за отдельную скорость вентилятора внутреннего блока? Я думаю, да, конечно. Скорость другая. Мы померяем. Как переключать скорости? Клавиша Fan по центру этой шайбы. Очень удобно, интуитивно, понятно. Ага, и вот здесь видно. Power. Давай попробуем выключить кондиционер и включить только Fresh In. Давай. Вот мы отключили охлаждение и нажимаем клавишу просто притока свежего воздуха. Да, смотри, Ух ты, пиктограмма поменялась. начал Открывается. вылазить грибок. Кстати, он как-то выглядит хлипковато. Хлипковато, да. Я бы хотел, чтобы он был из нержавейки. Мы сейчас используем кондиционер
только как приточную установку. Да. Ну, без нагрева, естественно. Без нагрева. А зачем он открыл вот эту жалюзию, раскрыл? И тоже дует отсюда. Для чего? Да, вентилятор крутится. То есть в режиме вентиляции он вам и поток подает наружного воздуха, и для чего-то еще вас нужно... Ну, я думаю, размешивает просто как бы, ну. А вот здесь вот образуется такое облако свежего воздуха, который прогоняется сквозь и уже в комнату залетает. Всё Грамотно, правильно. слушай. Грамотно, да, молодцы. Давай Окей. скажем, что мы не подключили, собственно, воздуховоды, которые забор воздуха осуществляют с улицы. Мгм. Вот их длина 2 метра плюс. Отдельная клавиша управления скоростями вентилятора приточного воздуха. 2-я, 3-я скорость еще. Вот сейчас на максималке тебе покажу. Шумит он, конечно, на максималке, но что поделать. Хорошая русская инструкция, да? Подача свежего воздуха, вытяжка, режим поддержания свежести для дыхания, очистка внутреннего воздуха. То есть сейчас у нас работает какой-то режим. Что плохо, здесь они, конечно, красивую индикацию рисуют, А здесь повторений нету, непонятно. не расшифровывают ее. Будем Давай разбираться еще раз. сами. Теперь как бы у нас пошло включение, правильно я понимаю? Да, Давай. просто включаем без охлаждения, без всего. Хоп, одна. Вот здесь домик, и в него стрелочка заходит. И вот здесь домик, и в него стрелочка заходит. Ну хорошо, Вот. что это значит? По идее, я... Приточный воздух. Да, что это просто приток. Ну, что логично. Окей, приток работает. Давай дальше. Второе нажатие. Второе нажатие. Вытяжка. Вытяжка. Опа. Да, вытяжка, Максим. Все. Работает вытяжка. Предпоследнее нажатие перед выключением получается делать приток и вытяжка. Опять он начал расти. Зачем закрывался-то вдруг? Приток вытяжка, это что значит? Вот Я это? думаю, это значит попеременная работа. Условно, 30 секунд в одну сторону, 30 в другую. Ну, может, не 30 секунд, но побольше, наверное, все-таки. Вот сейчас на приток работает. Режим поддержания свежести для дыхания это называется. Вот это называется. Ну окей, слушай, с функцией Fresh Air вроде разобрались. Еще одно нажатие. Что оно делает? Очистка внутреннего воздуха. То есть гоняется внутренний воздух и просто очищается. И последнее нажатие выключает. Просто выключить. Приток и вытяжка есть. Это интересно на самом деле. А стоило это всего просто вентилятор заставить в обратную сторону крутиться, да? Включаю снова на охлаждение. И давай все-таки померяем количество скоростей. Убедимся, что их 7, а может быть обнаружим и 8. Раз. 2 и 6. Вторая. 3 и 2. Угу. Третья. Третья. Вторая, третья так себе. 3 и 5. Ну, все равно полноценно. Четвертая. 4 и 1. Пятая. 4 и 5. Шестая. Есть тоже, да? Да, и шестая есть. 4 вот- и 9. И седьмая тебе. Все одной клавишей. Клавишей Это фам. уже Power, да? Ну да. 5 и 5. Ничего 5 и себе. 6. Ну давайте Gentle включай. Будет Так. меньше, чем 2 и сколько там было. А мы сейчас вернем сначала ее прям на минимальную. Вот у нас сейчас минимальная 2 и скорость. 6. Минимальная. И сейчас я еще нажму Gentle Wind. Стали прикрываться жалюзи. Перекрылись. Да, ты посмотри. И скорость снизилась. Скорость стала 2,2. Другими словами, ребята, здесь 8 скоростей, а То есть- не 7. Что хочу сказать еще, что скорость-то это рабочая. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что вот когда вот эти вот Gentle перекрыты, да, Мгм. что, казалось бы, до меня до сюда додувает холодно. Да, то есть он Она больше... рабочая скорость. Спа- На ней справедливо мерить на ней шум. Подключаем прибор, замираем. 31,3. Хотя- Ну что, хороший результат. От флагмана мы ждем значений 30 и ниже. Ну и давай подвергнем испытанию низкими напряжениями наших кондиционеров. В последнее время мы это делаем. Подключен у нас внутренний блок к прибору Latter, понижающий трансформатор. И сейчас мы ему с 220 вольт скрутим голову где-нибудь вольт на 150. Холод идет. Холод Вопросов идет. Нет. И посмотри, наш ваттметр показывает, что потребление никак не растет, изменилось. да. Ну давай на 100 уже и все. Да, и следующая у нас ступенька 100. 100 вольт питающего напряжения, Ну, чуть-чуть, прям капельку подросло. ну, да практически не изменилось. Да, так Вот. что И- пристав он работает. И покажи, да, внутренний блок, да, работает, холодит на 100 вольтах, ничего, ни ошибок. Просто уверенная работа, класс. Посмотрим на карту. Или на мои руки. Ох, как легко снялся, слушай. Ой, слушай, уже жидкая карта-то, жидковатая. Просто одна поперечинка и Ты пипец. знаешь, мне отсюда ничего не видно, но было очень удобно.
Не все снимать. Да, и надеть обратно тоже. Ну, неплохо выглядит. Для Нормально. девяточки тебе не кажется, что он великоват? Ну, не маленький, да. На что мы обращаем внимание? Защита портов? Да, Она есть. она здесь есть. Наличие сетки обратной, точнее ее отсутствие. Не нужна нам никакая сетка. Да, это приятно. Блок огромный. И вот на этом огромном блоке во всю высоту вот это решет, вот этот диффузор Мгм. огромнейший. По идее он должен негромко Вентилятор работать. здоровенный. О, сдернулся. Плавно разгоняется, приятно. Инвертор. Идем. Блин, как работает-то как? Ты прям как часики швейцарские. Уставка стоит сейчас 16 градусов, Надо по полной молотить ему. Вот он и молотит. а вибрация вообще минимальнейшая. Мы ее сейчас, конечно, померяем. Да вот пока вот он так работает на всю, и вибрацию замеряем. Рукой было, ощущалось очень клево. 0,20. Хорошая. 0,20, да. И это не на самых маленьких оборотах. Далеко не на самых. Ну что можно еще сказать про него? Ну, хорошо работает, что можно сказать. Вот что. Очень благородный звук. Мне Близко к идеальному. Это TCL. Это TCL, Мгм. который мы когда-то ругали. нравится. Ну, они очень сильно подтянулись, тут спора нет. В разобранном виде так выглядит TCL и выглядит очень необычно. Полуторный теплообменник. Ну, больше, чем полуторный. Больше? Да. Он, смотри, он сам по себе весь длинный, но ты сейчас померяешь, да? Мгм. Двойной. И вторая часть его, она не в половину его, а все-таки побольше. А как сказать по-русски, если он и не двойной, и не полуторный, а между ними? 1,75. Про что мы говорим? О том, что у него высокая энергоэффективность за счет огромного теплообменника. Видно откуда. Что мы делаем? Мы замеряем количество меди, которое тратит производитель на изготовление этого теплообменника. Угу. Для этого, смотрите, мы считаем калачи 2, 4, 6, 8, 10, 12. Значит, один теплообменник это 88,5 умножить на 24. 21, 24. Запоминаем Угу. длину меди одного теплообменника. И второй у нас длиной ровно 50, ровно полметра. Значит, опять же, 24 умножить на 0,5. 12. 12. Прибавляем 12 метров и получаем 33,24. Обалденный результат. 33. Неожиданный результат. Я не ждал от него такого, честно говоря. Но это один из самых больших теплообменников, которые нам вообще попадались. Ведь и не ждешь от него такого. Потому что он длинный, вот у него такая площадь большая. Потому что он классный. Он обычно бывает вот до сюда, знаешь, вот до сюда, а он аж вон до туда. И что важно, никаких пропусков меди нету, да, то есть он весь рабочий по всей своей длине, плоскости, объему. Большой вентилятор. С регулировкой оборотов у нас этот движочек. Смотри, изоляция какая приятная. Хорошо собран, не зря он так работал. Так, что у нас с компрессором? Ну, с шубами все в порядке, весь он Она как бы зашубажирован. двойная, а нет, это верхняя часть, и вот такая у него еще есть. Не вижу производителя, я вижу, что КСН, КСН это GMCC. да, КСН 980-31 УЕЗВ31. Они ставят GMCC компрессор 98 индекса на свою флагманскую модель. То есть ставят не речи, а на флагман ставят GMCC. Почему так? Ну, наверное, может он получше. Хочу сказать, что за 60 тысяч рублей, чтобы еще сделали РВ во флагмане, не, ребят, это пока еще невозможно. Обычно на флагмане не экономят. На флагмане прокачивают самые типа классные технологии современные, обычно. А тут как бы на флагмане экономия. Вот это вот мне странно, если честно. Посмотрим тогда на флагмане, какую ставят плату. Плата залита чем-то. Угу. Чем-то есть и выполнена аккуратно. Ну, слушай, техпроцесс такой, что тоненькие дорожечки все такие. Угу. Да? Да. Хорошая. Перед выводом я тебе напомню, что шум у него 31,3, хорошая вибрация. При 100 вольтах работал прекрасно. Отлично вообще, да. По теплообменнику 33,4 метра Огромный. меди, да? Все, что у нас не оказалось, это ирвушки, и все, остальное есть. Итак, переходим к похвале и ругане внутренних блоков. Андрей, ты что хочешь, ругать, хвалить? Я скорее хвалить. Ты хочешь хвалить Мне TCL? он немножко нравится. А еще ты говорил, что ты знаешь секрет выигрыша в камень, ножницы, Да, бумага. да, знаю. В прошлый раз, кажется, ты проиграл. Нет, я выиграл. Раз, два, три. Расскажешь секрет-то? Нет. Ты хотел хвалить? Будешь ругать. Окей, буду ругать. Начинай. Значит, начинаю ругать.
На самом деле для флагмана можно было сделать дизайн и поприличнее. То есть вот этот вот, знаешь, пластик передней панели, который вот как будто бы с наплывом, да, вот это все. Ну. Но он сделан, вот смотри, вот. Чего? Ну вот сюда нажми. Блин, ну, Андрей, Чувствуешь? ну ты же вообще же Видишь? докапываешься. Ну, Нет, ну это внешний вид. То есть это вот не единая вот такая вот панель, ну, стеклянная, ну, как под пластиковая, да? Она вот склеена из кусков. Вот здесь вот она разной толщины, здесь вот она, какого расстояния ты это заметил? ну, с близкого. Мне как вот прям премиально он не выглядит. Прям премиум, во-первых. Во-вторых, вот эти обои, да, Так. вообще на любителя. Здесь вот они, обои, причем они не серые, а видишь, у них такие вкрапинки, и они немножко бежевые, да? Я тоже Ну, этого типа не вижу. такой небольшой Да не- шампань. И что? Вот, а здесь просто все серое. Поругаю приток свежего воздуха и вытяжку. Он есть, да, но он, ну, как у всех, наверное, ну, он шумный. То есть эта функция, она, не знаю, я до сих пор ей отказываю в полезности, скажем так. Мне до сих пор кажется, что это маркетинг все еще. То есть реально, чтобы прям вот заходил воздух, чтобы не нужна была приточная вентиляция в квартире. Да ладно в квартире, в комнате. Один черт, то есть возможно, скорее всего, если вы живете в прохладной стране и там осенью, то скорее всего, что это будет, ну, как не знаю, невозможно использовать, а может возможно. Короче, функция спорная и не до конца изученная, и как бы я пока в нее не особо верю. Далее, в комплектации нет фильтров тонкой очистки вообще. Тебе Как они так? нужны? Мне они не нужны. А, например, менеджерам нашим для продаж нужны. И конечному потребителю нравится, когда они Мгм. есть. Ну, это уже проверено, правильно? А здесь их нету вообще. То есть как у флагмана нету фильтров тонкой очистки. Это как вообще? Поругаю за уровень шума. В спальню его ставить, наверное, можно, но шум от него все равно в тишине будет. 31,2 дБ это не выдающиеся значения, это неплохие значения, но для флагмана хотелось бы лучше все-таки. За что ты ругал-то, Андрей? За вкусовщину, за непроверенную функцию? Ну, только вот по шуму с тобой соглашусь. Из плюсов у него красотишка есть. Обои красотишка, кому-то это может нравиться, я допускаю. Какой-то, особенно если у вас дизайнер хороший, посмотрит на блог, подсмотрит на ваш дизайн-код и все это вместе совместит, и получится вот. По индикации. Мне понравилось. Разные цвета, режимы. Мы не перевели его в тепло, но явно вот этот круг засветится красным. То есть она, в принципе, понятная индикация. Видно, когда приток идет, видно, какой режим, понятна уставка температуры. Класс. За наличие самой функции притока свежего воздуха похвалю. А во-вторых, за его реализацию, что сверху есть вот этот отражатель, не все так делают, да, который позволяет более равномерно вам распределить воздух. За цену хвалить? Ребят, ну для конца, как это не кощунственно звучит, для конца 2024 года 60 тысяч для высокотехнологичного кондиционера это дешево. На самом деле я жду, когда уже кондиционер наконец станет роскошью. Зачем? Чтобы меньше покупали, чтобы меньше фреона выходило. Что это такое? Вся Москва завешена блоками Что, не кондиционерами. можете 2-3 недели спокойно посидеть В жаре, что ли, Москве, люди? в Москве, ребят, я понимаю, в Сочи это необходимость. Да, но или в Африке, где, в Испании. вы там, зачем в Москве Италии. навешали столько кондиционеров, скажите? Непонятно вообще, что не могут потерпеть 25-28 градусов 2-3 недели. Мос- Для этого погода и старается, чтобы вас прожарить там раз в году, а они сидят в кондиционере. Москвичи слабаки. Да. Продолжаю хвалить. Скоростей 7 плюс 1. То есть у вас большая вариативность использования вентилятора. Вестись на вот это gentle wind, какой-то мягкий поток не стоит. Это просто доп. Скорость. Перекрыли жалюзи, меньше стал дуть, то есть поток стал ниже, вам стало приятно. И по сути это еще вы изменили просто скорость потока воздуха. Я считаю, что во флагмане не должно быть следов экономии. А тут они есть. Это ты про что? Почему не поставить РВ, ну, во флагман уже? То есть это что, плюс 10 тысяч рублей или плюс 15? Что вам даст это РВ, чтобы вы понимали? Это, в первую очередь, энергоэффективность еще улучшенная, да, потому что он очень дозированно дает фреона, да, в разных циклах работы. И более высокую точность по поддержанию температуры. Вот то, чего вот у него могло быть, но нет. Ну, в принципе, особо не к чему придраться. Ладно, согласен, да. Так, а я буду хвалить за что? За теплообменник. Огромный теплообменник в 33 метра, который как бы не то чтобы ему сильно нужен, потому что он и так-то не маленький кондиционер. Хорошее такое качество сборки. И работал тихо. Вибрация 0,20 это низкая вибрация. Бывают ниже, но ну, нормально.
Нас больше расстраивает, когда внутренне делают классным, а наружным экономят. Вот здесь на наружке все хорошо. Да, наружка-то она же важнее на самом деле. Значит, для кого это нам кондиционер? Ну, в первую очередь, конечно, для тех, кто хочет подмес свежего воздуха. Да, мы знаем, вы странные люди такие есть в России. Наверняка, что в 60 тысяч, мне кажется, далеко не каждый кондиционер может похвастаться подмесом свежего воздуха. Ну, а знаешь, конкуренты из аукса могут. Могут из аукса, да, все-таки? Ага. TCL явно растет и делает хорошие кондиционеры. Крайне рекомендуем. Этот кондиционер участвует в сравнении, в битве с кондиционером Hisense. Скоро будет на нашем канале. Смотрите, какой выбрать все-таки флагман. TCL или может быть Hisense. Это и другой заводские бренды. С вами была компания Август Климат. Спасибо, что нас смотрите. Всем мира и пока.